динамика положительного роста. Итак, друзья, следующий слайд посвящен, очень быстро пройдусь, факторам, которые влияют на стоимость квадратного метра в Украине. Напомню вам, что я в своих исследованиях и в прогнозах применяю научную методологию. Один из методов – метод многофакторного анализа. То есть я смотрю на рынок недвижимости не только через призму цифр стоимости квадратного метра, это данные, которые готовлю я и компания Lim Consult, но и смотрю через призму экономической статистики, то есть это официальная статистика, которую вы можете найти. То есть рынок недвижимости, повторюсь, является сегментом украинской экономики, и его характеризуют стоимостные показатели, о которых мы проговорили, а также количественные. Сколько было продано квартир в целом по Украине за 2025 год, это официальная статистика Минюста. Она ко мне не имеет никакого отношения. Я единственное, что делаю красивые вот такие слайды, чтобы было наглядно и понятно. Итак, переходим, друзья. Договора купли-продажи. В целом рынок недвижимости по отчуждению прав собственности снизился на 9,2%. Но нас интересуют исключительно договора купли-продажи квартир и жилых домовладений. Поэтому вот здесь красным шрифтом я это отметил. 205 616 объектов жилой недвижимости, квартиры и домовладения было куплено и продано, понятно, что в 2025 году, что на 15% больше, чем это было в 2024 году. Также другие договора отчуждения недвижимого имущества, это коммерческая недвижимость, друзья, 42 083 объекта коммерческой недвижимости было приобретено в Украине не за 2025 год, что также на 16% активность выросла по сравнению с 2024 годом. Но, друзья, все познается, помните, в сравнениях, да? И вот давайте мы теперь сравним то, что было до начала войны, с тем, что в Украине в 2025 году произошло, с активностью. Итак, 2021 год довоенный, 372 725 объектов жилой недвижимости было продано, соответственно, куплено. В Украине в 2025 году, повторюсь, это 205 616 объектов жилой недвижимости. Что, друзья, внимание, на 45, округлим большую сторону, процентов меньше, чем довоенный период. То есть рынок недвижимости достаточно сильно просел по активности. И дальше давайте, друзья, посмотрим на следующий слайд, чтобы у вас полная картинка в голове сложилась. Что произошло с 2000 года с рынком жилой недвижимости? Будем говорить, естественно, опираясь на статистические данные Министерства юстиции Украины, которые публикуются 2017 года в открытом доступе. До 2017 года, 17 лет, мы писали, это Лига экспертов Украины, общественная организация, писали официальные письма в Минюст, и они нам эти данные со скрипом выдавали каждый год. Поэтому вот этот период времени вы нигде не найдете. В Минюст, если вы будете запросы делать, вас там и похоронят, ваши письма там и похоронят. Никто сейчас этим не занимается, никому не интересно. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Поэтому можете обращаться ко мне. У меня вся статистика по активности рынка, как жилой недвижимости, так коммерческой, земельных участков и так далее. Все это присутствует. Это очень важно знать ретроспективу для того, чтобы понимать, что может произойти в дальнейшем. То есть я говорю сейчас о факторах, которые влияют на ценообразование. Итак, давайте очень кратко, просто сконцентрирую ваше внимание на том, что в 2000 году 470 901 объект жилой недвижимости было продано. Дальше смотрим, 2007 год. Видим, безумие какое-то, безумие перед, кстати, экономическим финансовым кризисом. Ну и еще вот такая тут рэперная точка. 577 388 объектов жилой недвижимости перед войной было продано, 2021 год. И вот сейчас мы видим, друзья, в 2025 году это 217 222 квартиры. Единственное, что здесь я включил
еще и квартиры, которые приобретались за ну, деньги банков, то есть это ипотечные кредиты еще сюда вошли. Ну, там, так как ипотека небольшая, но вы просто, чтобы понимали, что разница в цифрах здесь незначительная, с учетом того, что ипотека добавлена. Но сконцентрировать хочу ваше внимание. Вот смотрите, 4 года войны. Вот это топтание на месте. Видите, 187 тысяч, потом 216. Вроде как она выросла немножко, да, все радуются, бьют в ладоши, хлопают ножками, что рынок недвижимости восстанавливается. Потом опять снижение видим. Теперь опять незначительный рост на 15%. Помните, я вам показывал предыдущий. То есть для того, чтобы понимать, что происходит с рынком, и что будет происходить. У вас должна быть полная картинка всех процессов, которые, в общем-то, происходили с рынком. В данном случае сейчас я вам показываю процесс, который связан с активностью рынка. То есть вот это топтание на месте, друзья, будет на протяжении еще нескольких лет, пока не закончится война. И никогда мы не достигнем в данный период времени ни показателей 2021 года, ни 2007 года, ни, естественно, 2000 года. Это недостижимый результат для недвижимости. То есть, подводя итоги, понимая, что незначительное количество квартир покупается, так как платежеспособного населения становится во время войны меньше, экономика разрушается, те, которые сидят на денежных потоках, они, поверьте, не покупают в Украине недвижимость, ну разве что там какому-то своему близкому знакомому или знакомой, да, сейчас же такая, как она, гендерное равенство у нас. Так вот, а в основном для себя любимых скорее за границей приобретает, потому что понимая, что происходит в Украине, разрушение экономики, разрушение жилого фонда. И вот исходя из только одного показателя, характеризующего активность рынка недвижимости, друзья, мы уже можем, так сказать, с вами порассуждать, а что будет до конца года в целом с недвижимостью Украины. Давайте вот здесь по карте, прямо вот здесь легенда карты, я проговорю. Центральный регион, друзья, центральный регион до конца года, что будет происходить? Город Киев. Город Киев будет показывать нам динамику снижения. В этом, друзья, почему-то не сомневаюсь. Он переполнен приезжими, мигрантами. То есть аренда перестала расти, а это первый признак. Когда перестает расти аренда, то стоимость квадратного метра должна снижаться. И до этого, кстати, в 2026 году январь, февраль, март месяц, апрель, 4 месяца мы видели снижение стоимости. С какого-то перепугу 2 месяца это май-июнь, незначительная динамика роста, но я так думаю, что все-таки до конца года снижаться стоимость будет, и, скорее всего, мы выйдем где-то, может, плюс 0,5% роста в годовом измерении, возможно, даже будет отрицательная динамика. Дальше, друзья, что будет происходить в город Винница? Город Винница будет показывать динамику роста незначительную, может быть по 0,5%, может чуть меньше, но до конца года мы увидим где-то порядка, наверное, 8% роста. Город Черкассы также будет показывать динамику роста, но так как уже, в общем-то, здесь видим и так 10% почти выросло за полгода, то, скорее всего, незначительная динамика, может 0,5%, может чуть меньше, то есть к концу года тоже порядка, наверное, там 13% мы увидим рост стоимости квадратного метра. Город Крапивницкий, друзья, динамика роста сохранится незначительная до 12% в годовом измерении. Итого, в целом, вот здесь мы, в принципе, увидим тоже где-то порядка 5% к концу, не 5, а, наверное, 7% к концу года. Но с учетом того, что город Киев, друзья, я все-таки уверен, что он будет показывать динамику снижения. За счет того, что город Киев будет показывать снижение, все остальные незначительную динамику роста, то есть, в принципе, здесь останется где-то 6-7% роста до конца года. Западный регион продолжит, друзья, показывать нам динамику роста, замедляющую динамику роста. Ну, может быть, в районе 15%, может быть, в районе 16% в годовом измерении. Мы это увидим. Где-то больше, где-то меньше. А следующий, Причерноморский регион. Причерноморский регион, друзья, видим, что плюс 0,33%, но 2026 год будет Одесса все-таки показывать снижение стоимости. Это объективная реальность. Как вы там не ругайте, одесситы, я понимаю, вы любите свой город. Но есть объективная реальность. Не может расти недвижимость в Одессе, так как
Одесса один из ну, немногих областных центров, который поддается буквально каждый день ну, обстрелу. Там есть куда стрелять, это припортовая инфраструктура выносится и так далее. Поэтому я предполагаю, что до конца года мы увидим здесь динамику будет положительно, наверное, 1%, может там чуть меньше. Но в целом, так как Николаев традиционно показывает снижение, и до 5% будем видеть снижение, может даже чуть больше в годовом измерении, то в целом по Причерноморскому региону мы увидим отрицательную динамику снижения, где-то, наверное, порядка 2%. Но за счет того, что Николаев, в общем-то, продолжает активно показывать снижение стоимости квадратного метра. Северо-восточный регион, наиболее безумный регион, как я его называю, нелогично ведет себя рынок недвижимости города Харькова, рост на 4,5%. Ну, друзья, вот смотрите, я фиксирую цифры, я ж, как оно, не манипулирую ни данными, ни вашим сознанием. Я просто высказываю свое мнение. Я практически не сомневаюсь, что вот этот пузырь, хотя какой пузырь, стоимость квадратного метра тут ниже плинтуса, но динамика роста не должна присутствовать при фронтовом городе. Тем более фронт активно движется к Харьковскому, уже по Харьковской области, к городу Харькову. То есть я предполагаю, что все-таки вот здесь мы увидим динамику снижения, и до конца года где-то, может быть, минус 2% увидим. То есть останется положительная динамика до конца года плюс 2%. Ну, поживем увидим, друзья. Город Полтава будет продолжать показывать нам динамику роста до 11%. Видим, что все иммиграционные потоки с северо-восточной части идут через Полтаву. Но Полтава есть куда расти, недорогая недвижимость относительно, которая уже перегнала город Харьков. И рост здесь будет, я так думаю, что до 11%. Город Сумы, друзья. Последние, это май, июнь месяц, показывают динамику роста. Ну, город Сумы, это ну просто смешно. Не потому, что я плохо отношусь к городу Сумы, но здесь ведутся активные боевые действия. Тоже кабы долетают до Сум. И чтобы вот эта динамика роста была, это просто какое-то безумие. Поэтому я не сомневаюсь, к концу года мы здесь увидим динамику снижения, возможно, 1% в годовом измерении. Ну и город Чернигов, друзья. Здесь видим динамика роста. Боевые действия идут на Черниговской области, выносится инфраструктура, электричество, подстанции и так далее. Да. И, друзья, мы видим, что город Чернигов на протяжении 2026 года, это уже 6 месяцев, показывал нам динамику снижения. Но в целом еще остается динамика роста незначительная. Тоже думаю, что порядка, наверное, 0,5% до конца года снижения мы увидим. Ну или же может быть рост 0,5%, то есть еще положительную динамику. Посмотрим. Но мне что-то кажется после, так сказать, всех заявлений соседей, которые, так сказать, Российская Федерация, да, что поигрались в перемирие и хватит. Да? А напомню вам, что это прифронтовые области. И наибольше всего опасность это Черниговская, Сумская, Харьковская область полномасштабных наступлений со стороны Российской Федерации. Поэтому, друзья, здесь стоимость будет снижаться. Ну и город, давайте проговорим, Днепр и Запорожье. Запорожье показывает снижение стоимости и будет продолжать дальше показывать. Я думаю, что минус 6% в конце года мы зафиксируем, а может даже больше, снижение стоимости квадратного метра. Город Днепр также продолжит показывать нам динамику снижения. То есть я так думаю, что минус 2% в годовом измерении увидим снижение стоимости квадратного метра. Итак, вроде бы как подробно рассказал по каждому городу, что произойдет. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости Украины, вам, друзья, необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также, друзья, можете лайки, дизлайки ставить данному видео. Также, друзья, пишите, вопросы задавайте. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, друзья, станут для вас, я уверен, компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, ставьте лайки, дизлайки, не забывайте подписываться и до следующего видео на моем канале.